Что нарцисс говорит во время утилизации? Что тебе будет говорить нарцисс, когда он тебя утилизирует в самом конце твоих отношений? Для чего это нужно знать? Если ты будешь слышать эти фразы, ты будешь понимать, в каком месте этих отношений вы находитесь, и ты будешь понимать, кто находится перед тобой. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, что же говорит нарцисс своей жертве во время утилизации. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Итак, что же вы услышите от нарцисса в самом конце ваших отношений? Мы помним, что любые отношения с нарциссом проходят через три основных стадии. Это стадия идеализации или лавбомбинг, когда он говорит вам очень много приятных вещей. Это стадия обесценивания, когда он старается вас унизить, как-то уничтожить для того, чтобы, видя ваши страдания, он почувствовал свою какую-то значимость и получит от вас основное количество нарциссического ресурса. И стадия отказа, когда он понимает, что с вас уже взять нечего, и он начинает уходить из этих отношений, и он должен сделать такой финальный укол, он должен как-то вас финально унизить, уколоть, чтобы получить вот эту последнюю, выдавить, так сказать, капельку нарциссического ресурса из этих отношений. И первое, что он будет говорить, это что вы сумасшедшие, что вы не в себе. Он будет говорить вам, возможно, вашим каким-то знакомым, что вы, не владеете собой. Это такой, косвенный газлайтинг. С тобой было невозможно вообще находиться в отношениях. Ты же совершенно не в себе. Ты же какая-то психованная. Ты постоянно психуешь. Какие-то постоянно твои нервы. Ты посмотри на свои эмоции. Это эмоции ненормального человека. Он будет говорить вам эти вещи. Более того, возможно, что следующей своей жертве, с которой он будет находиться в стадии идеализации, он будет говорить в фазе лавбомбинга, что ты знаешь, ты вот такая хорошая, не то, что моя бывшая, которая была совершенно безумной, психованной, сумасшедшей. То есть нарцисс может находиться одновременно с вами в стадии утилизации, а с следующей своей жертвой в стадии лавбомбинга. Второе, что он будет говорить, это что он дал вам все, что вы не ценили его, что он столько сделал для этих отношений, он столько потратил на вас времени, столько денег он потратил, он вас познакомил с такими важными людьми, такими же важными, как он столько сделал для вас, но вы были совершенно неблагодарны, и что же делать, он не может больше находиться в таких отношениях. То есть он будет страдальчески говорить о том, что он оказался не оценен по достоинству, что сколько бы вы его не ценили, все равно вы не ценили его так, как он хотел, и в результате вы как будто бы должны чувствовать себя еще и виноваты. Опять же, если в стадии утилизации женщина страдает, переживает и не отпускает нарцисса, то все эти вещи она будет воспринимать очень болезненно, она будет болезненно реагировать на эти претензии в ее неблагодарности и пытаться ему добавить еще немножко нарциссического ресурса. Что же еще говорит нарцисс на стадии утилизации? Он говорит, что ты никогда больше не будешь счастлива, ты никогда не найдешь такого человека, как я. Такого человека, как я, который будет относиться к тебе так, как я к тебе относился, ты не найдешь к себе больше никогда. Я был твой последний шанс, и ты его упускаешь. Дело в том, что, в принципе, когда мы переживаем любые расставания, у нас в голове возникают вот эти вот мысли, связанные с тем, что нам непонятно, как дальше жить. Наш сценарий, особенно если внезапно он прерывается, и у нас и так часто бывают такие мысли, а вдруг я больше не встречу такого же человека, вдруг я больше так не влюблюсь, вдруг я больше не почувствую себя такой счастливой. Так вот, нарцисс, он начинает как будто бы раскачивать внутренние наши эти сомнения, только он бомбардирует вот такими апокалиптическими, какими-то катастрофическими прогнозами. Ты никогда больше не найдешь такого человека, как я, говорит тебе нарцисс. И следующее, что он вам будет вам говорить, как ему хорошо. Ты знаешь, я сейчас совершенно спокоен, с тех пор, как наши отношения закончились, мне как-то я счастлив, я спокоен. Эти отношения были просто ад. Было так плохо. Сейчас я просто в раю нахожусь. Особенно нарцисс вам будет это говорить, если вы первые ему это сказали. Потому что бывает так, что в принципе, когда люди в здоровых отношениях расстаются, переживание расставания для всех людей проходит нелегко. И бывает, что люди как-то вынуждены встретиться, где-то общая какая-то компания, общая работа, и что ты, как там, значит нормально, все-таки я немножко как-то отпускаю. То есть очень часто бывает, что люди в здоровых отношениях, когда даже эти отношения заканчиваются, они говорят другому о том, что я окей, потихонечку иду дальше. И второе, как правило, по этому поводу как-то чувствует какое-то спокойствие, чувствует, что мы примерно на одной волне, но это не та ситуация, которая вас ждет с нарциссом. Как только вы ему заикнетесь, что у вас как-то вроде бы все хорошо, он вам тут же начнет говорить, что у него вообще очень хорошо, а с вами ему было очень плохо. Таким образом, он будет вас обвинять, и в этот момент он хочет в последний раз увидеть в ваших глазах этот намек на страдание. Он хочет почувствовать, что вам плохо, что вы сожалеете хотя бы немного о том, что эти отношения расстроились. И тогда он будет чувствовать себя, я все-таки все еще значим. В самом конце нарцисс будет вас обвинять в том, что это вы виноваты в том, что ему пришлось уйти из этих отношений.
Потому что у нас бы могло бы все с тобой получиться, если бы ты не превратилась в монстра. Ты стала просто какой-то неадекватной, психованной истеричкой, которая постоянно мне какие-то свои претензии высказывала. И я просто не мог больше терпеть вот это твое издевательство над собой, и мне пришлось уйти. То есть в самом конце он всю ответственность за все проблемы, которые только не были в ваших отношениях, перекладывает на вас. Потому что то, что я, скажем, не знаю, не работал, то, что я не зарабатывал, то, что я вел себя неуважительно по отношению к тебе, виноват в этом не я, виновата в этом ты, что тебе это не нравилось. Раз тебе это не нравилось, раз ты мне постоянно высказывала свои претензии, свое неудовольствие по поводу того, что тебе не нравится, значит ты стала монстром, и ты виновата в том, что нам с тобой пришлось расстаться. Ну и, конечно, если вашему расставанию предшествовало какое-то событие с его стороны не очень приятное, не очень, так сказать, красивое, например, он вам изменил, или он поднял на вас руку, или, не знаю, он там как-то часто на вас ругался, часто вас оскорблял, так вот при людях, прям вот, не знаю, материл, он скажет что-нибудь такое, что, ну, я бы не стал срываться, если бы ты не повела себя таким-то образом. Я бы не изменил тебе, если бы ты не растолстела. Я бы не изменил тебе, если бы ты больше время проводила со мной. Там, я бы не изменил тебе, если бы ты, например, была внимательна к моим там, каким-то сексуальным потребностям. Я бы не стал поднимать на тебя руку, если бы ты меня не провоцировала, если бы ты не разговаривала со мной таким тоном. Он постарается даже какие-то постыдные факты своего поведения оправдать тем, что вот этого бы не произошло, если бы не ты. Ты виновата в том, что я из этих отношений ухожу. Опять же, для чего нужно это нарциссу? Раз ты виновата, что ты меня не удержала, то значит я же ценный, ты меня потеряла, потому что я ценный. Потерять можно кого-то ценного. Я в этих отношениях более ценный. Вот это самое важное, что для нарцисса вот во всех этих изречениях происходит. Вот этот постоянный нарратив «я важнее тебя». Иногда нарциссы используют тяжелую артиллерию. Они говорят что-нибудь типа «я никогда тебя не любил на самом деле». И тут, понимаете, отчасти это правда, потому что нарцисс не способен к полноценной любви. С другой стороны, нарцисс все-таки считает, что он любит, ему кажется, что он любит женщину, свою жертву. Но дело в том, что почему они так говорят, потому что это максимально болезненно для него услышать, что его никогда не любили. Если нарцисс слышит от человека, с которым он находился в отношениях, от которого он получал нарциссический ресурс, что я тебя никогда не любила, я никогда тобой, читая, не восхищалась, я никогда тебя не считала таким важным, как ты бы хотел этого, это означает, что вы как будто бы все то время, которое нарцисс с вами провел, у него отнимаете, и в это время он получается, пускай уже постфактум, пускай в прошлом, но все равно для него это очень болезненно, все это время его не существовало. Поэтому, поскольку это очень болезненно для нарцисса такое услышать, он это как бы говорит вам, что я никогда тебя не любил. И следующая вещь, которую вы можете услышать от нарцисса в самом конце ваших отношений, это что он будет обвинять вас в том, что вы испортили все его отношения. То есть мало того, что, конечно же, вы виноваты в том, что вам приходится расставаться, потому что он просто не может вас вынести, он не может вынести эти отношения с вами, потому что вы же монстр, да, мы же понимаем. Но кроме того, он будет вас обвинять в том, что вы испортили его отношения, предположим, с вашими детьми. Вы испортили его отношения с его родителями, вы испортили его отношения с вашими родителями, с вашими друзьями, с кем угодно. То есть он будет говорить вам о том, что все те отношения, которые он не умеет поддерживать, все те отношения, которые он сам испортил, которых, возможно, и не было никогда, все эти отношения испортили вы. Если вы когда-нибудь были в отношениях с нарциссом, и вы помните, что он говорил вам что-то из того, о чем я говорил в этом видео, то знайте, что он таким образом вас утилизировал, он пытался из вас выдавить, так сказать, последние вот эти капли нарциссического ресурса, то есть сделать вам в последний раз больно, чтобы в последний раз через вашу боль почувствовать, что он все-таки еще имеет над вами власть, значит, что он все еще значим. И все, что он говорил, не имеет никакого значения и не имеет никакого отношения к вам. Все, что он говорил только для того, чтобы получить для себя немножко, так сказать, вашей этой эмоциональной крови. Поэтому, если вы были когда-то в таких отношениях, вы помните, что он вам что-то говорил, вы можете понимать, что это не имело никакой под собой такой истинной основы, это не касалось вас, это касалось только его. Вы можете в комментариях написать о том, что из того, о чем я говорил в этом видео, вы пережили. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались, нажимайте на колокольчик. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.